Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 30 апреля, суббота, и вы знаете, нас сегодня ждет с вами интересный и захватывающий день, который будет насыщенный разнообразными событиями и полный неожиданностей. Поэтому происходящие сегодня днем события внесут в вашу жизнь, с одной стороны, где-то суету, беспокойство, а также заставят поволноваться, корректировать планы, иногда даже вам придется приспосабливаться к ситуации. Все это может в какой-то степени вас раздражать и утомлять. Но при этом это будет все способствовать появлению множества новых идей, столь же оригинальных, сколь и удачных. Помните о том, что сегодня, 30 апреля, достаточно сильный по энергетике день. И в этот день происходит достаточно много астрологических событий. Хотя бы возьмите новолуние, частное солнечное затмение, открытие коридора затмений или та же Вальпургиева ночь. Поэтому в этот день настройтесь только на позитив и принимайте только позитивные вибрации из космоса и со Вселенной. И, конечно же, наша жизнь сегодня с вами будет протекать в чрезвычайно бурном и стремительном темпе. День предназначен для реализации планов, которые обдуманы были заранее. Интуиция сегодня, к сожалению, не лучший помощник, поэтому сегодня необходимо рассчитывать на собственный опыт, знания и, конечно же, ваши профессиональные умения. День принесет вам очень приятные встречи и даже многообещающие знакомства. У вас сейчас столько обаяния, привлекательности, что жаловаться на недостаток внимания от окружающих вас людей просто вам не приходится. Поэтому постарайтесь проанализировать свои поступки. Сегодня вы сможете усвоить многие важные жизненные уроки. Сегодняшний день вам стоит полностью посвятить анализу эффективности своей собственной деятельности в той или иной сфере. Может быть, для вас есть смысл немедленно сменить сферу деятельности, чтобы добиться более реальных результатов и пользы для себя. Всякий раз, когда перед вами нечаянно закроются какие-то карьерные возможности и перспективы, тут же открывается множество новых горизонтов. Поэтому старайтесь не переживать по поводу этих невзгод и всевозможных трудностей и посмотрите на вещи со светлой стороны. Воспользуйтесь этой возможностью перевернуть принципиально новую страницу своей карьеры. Также сегодня не торопитесь делать поспешные выводы. Не стоит также принимать и никаких опрометчивых решений. Если вы сегодня проявите выдержку, то в очень скором времени вам откроется масса новой информации, которая поможет вам сделать правильный выбор. Посвятив себя полностью работе, вы вполне можете обойтись минимальными расходами во времени и в силах. Поэтому не теряйте из виду свои карьерные цели и будьте готовы на ходу корректировать свои замыслы и планы, если вдруг возникнет такая необходимость. Сегодня вам не трудно будет отстоять свои интересы, найти спонсоров, единомышленников и союзников. Вы без труда сможете довести свои мысли до любого собеседника, как в процессе личного общения, так и посредством любых электронных средств связи, благо их хватает. Также сегодня у вас могут появиться новые идеи, но до их реализации дело не дойдет. Дело в том, что сегодня торопиться не стоит. Сегодняшний день гораздо лучше всего подходит для обдумывания, чем для каких-то срочных и быстрых действий. Сегодня день, когда можно делать инвестиции в собственный бизнес, решать вопросы, которые будут касаться финансов. При этом вы их можете решать при этом безошибочно, а это немаловажно в такой день. Но в то же время сегодня стоит быть осторожнее с деньгами. Попытки поднять себе настроение с помощью небольшого шопинга обречены на неудачу, поэтому используйте правильно внезапное сегодняшнее затишье в делах. Планируйте, что вам предстоит сделать. Готовьте документацию и дорабатывайте новые планы. Сегодня неплохо было бы расслабиться и отдохнуть. Вы быстро устаете, к сожалению, на работе, и, вероятнее всего, причина этому сидячий образ жизни. Нехватка кислорода, который выявляет симптомы усталости. Вам необходим свежий воздух и активные виды отдыха.
Ваше здоровье не внушает вам опасений, но это не означает, что можно махнуть рукой на его поддержание, даже хотя бы на один день. Движение – это залог вашего хорошего самочувствия. Следуйте этому правилу, и вашему железному здоровью можно будет только позавидовать. Подвижные игры, занятия спортом на природе восстановят свежий цвет лица и зарядят вас жизненной энергией. Однако излишнее рвение в занятиях спортом может привести, к сожалению, к перенапряжению или вполне вероятно к ушибам или другим неприятным последствиям. Постарайтесь быть все-таки осторожны, отправляясь, например, в тот же сегодня тренажерный зал или же в бассейн. Лучше всего перенесите интенсивные упражнения на более благоприятное время. Сегодняшний день подходит для планирования семейного и романтического отдыха, подготовки к путешествиям. Ваша семья всегда поддерживает все ваши начинания и не станет помехой на пути продвижения к вершинам успеха. Вы знаете, что ваши тылы надежно защищены, и вы можете смело идти вперед к намеченной цели, будучи уверенным в том, что именно со стороны близких людей вам не стоит ждать неприятных неожиданностей. Судьба на данном этапе жизни предоставила вам большие возможности и наложила определенные обязательства перед собственной семьей. Не стоит забывать об этом, возвращаясь вечером домой. В доме тишь да благодать. Не портите сложившуюся ситуацию резким словом. Наслаждайтесь великолепием семейной жизни и не заводите разговор на какие-то заболевшие темы. Будьте готовы к тому, что присущее вам обаяние завоюет вам множество новых поклонников или ухажеров. Счастливыми будут сегодня и случайные встречи. Но все равно сегодня женщинам очень полезно почаще заглядывать в зеркало. Источники вдохновения могут быть разные. Иногда мы с вами черпаем его в общении с миром искусства. Иногда нам помогает обрести мир живой природы. А порой нас наполняет общение с необычными людьми. Поэтому постарайтесь сегодня, 30 апреля, провести день в обществе своей музы и сделайте для нее что-нибудь приятное, чтобы отблагодарить ее вот за ту чуткость, которую она проявляет в общении с вами. Сегодня можно проявлять максимум усилий и упорства в ваших поисках любви. Это поможет вам в самом скором времени найти вашу вторую половинку. Главное, ни на секунду не теряйте бдительности и внимательно наблюдайте за развитием событий, ведь эта встреча может произойти в самый неожиданный для вас момент. И обращаем ваше внимание, что сегодня, 30 апреля, сразу выпало несколько магических сильных событий. Во-первых, это первое. Частное в 2022 году солнечное затмение. Далее у нас сегодня новолуние, друзья, в знаке зодиака Телец. А Тельцы – это все-таки денежный знак. И, конечно же, у нас сегодня по традиции Вальпургиева ночь. Причем примечательно, что одно новолуние в этом месяце уже у нас было. Помните, 1 апреля. И вот 30 апреля у нас все с вами повторяется. И это очень хорошо. И вы знаете, все маги, все чародеи очень ждут вот этого новолуния и вот этих всех событий, потому что оно еще и совпало с праздником весны Белтейн. Обращаем внимание, что Луна перейдет в знак зодиака Телец в 23 часа 28 минут по московскому времени. И в это время у нас наступит с вами новолуние. А новолуние сегодня станет отличным периодом, чтобы восполнить свои силы и зарядиться энергией. Поэтому постарайтесь ближе к вечеру сегодня подвести итоги своих начинаний и посмотрите, насколько далеко все вперед у вас продвинулось. Также неплохо, если вы распланируете свои расходы на предстоящий месяц, год и так далее. В общем, во второй половине дня, ближе к 20 часам, к 22, займитесь своими финансами, потому что новолуние в знаке Телец, а Телец это у нас, знаете, знак практичности, хозяйственности, твердости, он всегда при деньгах. Также обращаем внимание, что управителем Тельца является Венера, и она отвечает за наши симпатии, отношение к деньгам, а также она помогает нам сделать выбор и показывает, что нравится, а что нет. Поэтому помимо работы над материальным состоянием, работаем над теми же сферами и ситуациями, где нам надо сделать именно правильный выбор.
И, друзья, именно в вечернее время, а именно в пик новолуния, которое у нас с вами будет в 23 часа 28 минут, когда у нас стемнеет, вам нужно подойти к окну. Протяните на ладони кошелек с деньгами к небу и скажите 3 раза следующие слова. Как в море воды не счесть, как на морском берегу песчинок не перечесть, как в болоте грязи не сосчитать, и так и у меня, рабы Божьи, ваше имя, денег будет много. Как щедрая луна полна, так и кошелек мой будет полон. Мой кошелек пусть всю ночь луна своим светом озаряет, а мне удачи и богатство прибавляет. Быть потому. Аминь. После этого на ночь кошелек оставьте на подоконнике для того, чтобы он напитался лунным светом и той энергией, которая будет преобладать этой ночью. Она достаточно сильная, и благодаря этой энергии вы можете подключиться к новым каналам изобилия, достатка и благополучия. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставим лайк, обязательно делимся этим видео с теми, кому это действительно важно, нужно и интересно. Друзья, а прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, на которое на интуитивном уровне вы почувствовали, что вам нужно его посмотреть. Дело в том, что там подсказки от высших сил, подсказки от вселенных. Это очень важно для вас информация. И вы, возможно, сейчас стоите на распутье и не знаете, что вам делать. Ответы есть все в видео.